величественной церкви Манхэттена атмосфера была напряженной, словно каждый камень старых стен ощущал предстоящее потрясение. Звон витражных окон отражался на идеально отполированных скамьях, где гости, нарядные и слегка скованные, пытались скрыть волнение, наблюдая за молодоженами на алтаре. Аромат свежих роз смешивался с едва уловимым запахом свечей, и каждый шепот казался слышимым, будто сама церковь внимательно слушала происходящее. Джейкоб, молодой миллионер с безупречно уложенными волосами и строгим смокингом, стоял с прямой спиной, стараясь сохранять невозмутимость. Его глаза иногда скользили по лицу Эмили, невесты, которая сияла в белом платье, расшитом тонким кружевом, сжимая букет роз. Но за ее улыбкой таились секреты, которые могли разрушить все, что они строили. Легкая дрожь в руках выдавалась как радость, но на самом деле это была тонкая маска, скрывающая истинные намерения. Вдруг величественные двери распахнулись с глухим гулом, и внутрь вошла горничная в простом синем фартуке и желтых перчатках для уборки. Ее появление сразу нарушило идеально выстроенный порядок. Взгляды гостей устремились на нее с удивлением, а тишина в церкви стала почти осязаемой. Лицо женщины по имени Грейс было полным решимости и внутренней силы. Она не дрогнула перед сиянием люстр и взглядом сотен присутствующих. «Эмили, вы мошенница». Ее голос прозвучал резко и уверенно, словно гром среди ясного неба. Она протянула старый конверт с тщательно спрятанными документами, банковские переводы, письма других жертв, аккуратно составленные доказательства обмана. Вы присваивали деньги состоятельных мужчин под разными предлогами, и сегодня все станет явным. Гости ахнули, а в глазах Джейкоба промелькнула смесь шока и предательства. Теперь все звонки, странное поведение Эмили и ее частые отлучки обрели страшный смысл. Это не были случайности, это был тщательно продуманный обман. Он почувствовал, как тяжесть разочарования опускается на плечи, но одновременно росло уважение к женщине, которая открыла глаза на правду. Эмили осталась беззащитной, ее лицо побледнело, а белое платье казалось слишком ярким на фоне раскрытого обмана. Грейс, спокойно стоящая с конвертом в руках, выглядела словно сама справедливость, пришедшая в этот храм. Свет из огромных витражей заливает церковь, и лучи отражаются на золотых деталях алтаря, словно освещая ложь и истину одновременно. Когда полиция пришла и надела наручники на Эмили, Джейкоб понял, что именно Грейс спасла его от финансовой катастрофы и предательства. Он взглянул на нее по-новому, уже не как на горничную, а как на женщину, готовую рискнуть всем ради правды и справедливости. В этом взгляде было признание. Смелость Грейс оказалась важнее всех денег и богатства мира. Истина восторжествовала. Маски упали, роскошь осталась на видимом фасаде, но сила человеческой честности и мужества показала, что никакое богатство не может заменить правду. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.